Вот Лера, вообще это давно я не рисовала тоже, как бы сказать, вживую, вот так вот. Но реакции людей, ну, сначала, когда даешь открытку, то видишь по глазам, что человек, ну, так сказать, застали его врасплох. Он не знает, что это такое, что ему такое предлагают. Ну, я объясняла людям, кто мы, что мы делаем, и поэтому потом всегда на лицах была улыбка. Видно было, что людям приятно, что они довольны. Вот. Но мне больше всего понравилось, ну не больше всего, просто была такая прям целая история с одним, вернее, я рисовала девочку, ну где-то ей было, наверное, лет 15. Вот, да, я рисовала. Она сидела напротив меня, я ее стала рисовать, потому что у нее было очень интересное лицо и такая смешная шапка большая, прям такая большая-большая, она была размером практически с ее голову. Вот. Я ее рисовала, а в какой-то момент, когда я уже заканчивала рисунок, то одна из вот девочек, которые тоже принимали сегодня участие, подарила свой набросок мужчине, который сидел слева от меня. И я на него посмотрела, оказалось, что это пожилой дедушка такой с бородой прям. Вот. И она ему подарила свой набросок, и они там тоже пообщались. Вот. И потом он увидел, что я тоже рисую, и что я заканчиваю, и он спросил, а можно мне вот это, вы сейчас рисуете мою внучку? Можно, пожалуйста? Вот это поворот! А я была, как бы, вообще собиралась оставить себе этот рисунок, потому что я уже 5 отдала, а это был 6-й. Вот. И когда он это сказал, я подумала, что ну конечно я вам отдам, это же ваша внучка. Вот. И я прям так и подписала, что я... Там же вопрос был, да, почему вы рисуете этого человека. Я написала, что я рисую этого человека, потому что это внучка. Это внучка, любимая внучка. И я вот как раз положила конверт и отдала этому дедушке. И он сказал, что мы все вместе делаем очень большое дело, что мы дарим радость своими работами. Вот. Он был очень счастлив. Ну и его счастье, оно передалось и мне тоже. Потрясающе. Вот. Это потрясающая история. Мне тоже очень понравилось, да. Так что вам спасибо, вы сделали очень интересное мероприятие. Я думаю, что это надо прям как-то регулярно проводить такие штуки в Москве, собирать какие-то большие команды, и не только в метро, но где угодно, мне кажется, в парках. Как-то приходило предложение про МЦК, что там дольше это делается. Да, МЦК, что не пару минут. Вот, так что очень много положительных эмоций, да. Но еще вот молодого человека я одного рисовала. Мне кажется, когда он заметил, что я его рисую, он прям постарался не двигаться. Да, он сидел и как бы шевелил только глазами, больше ничем. Работал моделью. Да. Потрясающе.